Добрый день, меня зовут Анастасия Коваленко. Рада приветствовать гостей и подписчиков канала. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. А сегодня у нас расклад будет на тему, что он хочет вам сказать, его чувства к вам. Будет два варианта. Выбирайте тот, который с вами будет максимально резонировать. Итак, первый вариант. Настройтесь на своего мужчину. Если у вас двое, можете посмотреть на каждый вариант каждого мужчину. Но опять же, если с вами будет резонировать. Так, выбирайте. Если вам нужно больше времени, можете писать на паузу. Мы начинаем. Так, первый вариант. Что он хочет вам сказать? Вы знаете, такое ощущение, как будто под страсти подостыли, да? Он хочет сказать, что благодаря вам он вырос с мальчишки и стал действительно более уверенным в себе. Если какие-то страхи до этого были, да, если раньше были какие-то привязанности на сексуальной основе, то этого больше нет. Есть совершенно другое чувство. Благодаря вам он получил новый опыт. Благодаря вам он почувствовал уверенность. Он почувствует себя магом, императором, да, то есть действительно мужчиной, который способен в этом мире добиться чего-то, который действительно первый, единственный, да, который обладает всеми инструментами, которые только есть, и он может ими управлять. И рядом с ним находится та женщина, ради которой он действительно готов покорять новые вершины, рядом с которой он чувствует себя действительно настолько могущественным, властным, сильным, способным на многие свершения, что если где-то в чем-то он и не разбирался до этого, то он готов разобраться в новом ради вас. Он готов ради вас покорять новые горизонты, да. Кто-то даже бизнес начать, кто-то просто развивать его дальше, дабы дать все для любимой женщины. Здесь столько старших арканов, потому что благодаря вам мужчина чувствует свою ценность. Он чувствует, что он для вас важен, нужный. По крайней мере, это его ощущение рядом с вами, да. Он чувствует себя на высоте, и есть понимание, что он действительно хочет быть с вами, и ради этой женщины он готов скажем, идти на что-то новое, брать за вас ответственность, рисковать, где нужно, да. И он понимает, что сил для него это есть. Здесь это будет оценено, и вы ему даете новую силу, неизведанную силу до этого. То есть он и так сильный, но благодаря вам это еще больше чувствует, он еще больше в этом утверждается, и он просто чувствует себя на высоте. Именно рядом с вами присутствие ваше его возвышает в его же глазах и дает ему новые силы двигаться дальше, к новым горизонтам, использовать свои силы, таланты, которые, может, он раньше не использовал, где-то в чем-то сомневался, то здесь он как будто выходит на новый уровень себя. Если где-то в чем-то раньше переживал, думал, там, делать, не делать, получится, не получится, то здесь он просто во всем уверен, потому что вы ему даете этой силы. Хорошо, что он еще думает о вас? Что хочет еще вам сказать? Что с вами спокойно, что он видит в вас действительно человека, с которым можно продолжать будущее в стабильном ключе, да, строить семью, если вы еще не замужем, если вы еще не в браке, да. Он видит с вами действительно стабильные отношения, он хочет начать заново, если вдруг была какая-то размолвка, либо отчуждение какое-то, то он хочет заново начать. Если этого не было, то, в принципе, он просто хочет начать заново какие-то моменты, либо просто перевести на новый уровень. То есть, о предложении он задумался, да, если он его еще не сделал. Если же вы уже в браке, то, опять же, ему достаточно хорошо, спокойно с вами выходить куда-то за рамки семьи он не собирается, он принял выбор в вашу сторону, и он готов действовать во всех направлениях с новой силой, да, и пытаться сделать для вас какие-то моменты, чтобы заново ваши чувства даже заиграли, да, новой сферой.
Потому что ну, он на все готов ради вас. Он принял решение, что да, вы та, с которым он хочет быть, ради которой он хочет что-то добиваться, которую он хочет оберегать, хранить, ради которой готов покорять новые горизонты. Кстати, на дне колоды карта сила, 11 аркан энергии, да, то есть, ну, опять же, вы ему энергию даете, вы ему силы даете, вы вот это вот, ну, как, женщина, которая просто наполняет его, это сила, ум, красота, да, ну, льва приручили, то есть такого сильного мужчину вы умудрились приручить, и он вам за это благодарен, и он в принципе, даже здесь не против. Он восхищается вами, и вы здесь тоже старший аркан, то есть выпадает. Вы тоже для него очень значима. Скажем, на вашем фоне он чувствует себя еще значимее, чем он чувствовал себя раньше, да, даже если он знал свою значимость. Но в его глазах вы тоже не менее ценна. Достаточно сильная и мудрая женщина в его глазах, и очень красивая, соблазнительная. Вы его, ну да, возбуждаете, это не то слово, но это не отношение похоти, а отношение именно желание взять за вас ответственность и пойти с вами действительно в что-то стабильное, что император четверочка стабильности, да, что четверка динариев стабильность, то есть стабильное будущее, крепко стоящий на ногах, и он не ищет кого-то другого, карта выбор, он же выбор сделал. Хорошо. Какая у него любовь к вам? Давайте так посмотрим. Такое ощущение, как будто любовь здесь одинокая. Такое ощущение, как будто он любит, но он сомневается в ваших чувствах к нему. И поэтому не знает даже где-то ему как поступать. Есть такие моменты внутреннего одиночества. Он не уверен в ваших чувствах. То есть, если вы его жена, то опять же он где-то думает, а любите ли вы его. Странно как, ну, смотрите, с одной стороны, с вами он чувствует себя действительно самым лучшим, с другой стороны, он не уверен. Почему? У него могут быть финансовые проблемы определенные какие-то сейчас, да, и поэтому он где-то немножко начинает сомневаться в себе и боится, а вдруг вы его, ну, не выгоните, если он перестанет о вас заботиться, или какие-то, ну, трудности появятся. И он сейчас стоит перед выбором, ну, ищет решение, как это преодолеть, да. Хорошо, все-таки какая любовь его к вам? Преодоление, смотрите. Он преодолевает, да, все препятствия на пути к вам. Да, какие-то сейчас показывают, что у него какие-то сейчас финансовые трудности есть. Естественно, он себя немного не чувствует победителем, то есть, а хотел бы быть в ваших глазах, да, и дать вам гораздо больше, чем, ну, чем, может быть, сейчас может дать на определенный момент, да, на сейчас. Но сейчас какие-то у него финансовые трудности, он ищет, он хочет брака, он хочет стабильных отношений, вот опять же, четверка выпадает, да, но финансы пока не позволяют, где-то какие-то моменты вам уделить нужно, да, может, и на свадьбу не хватает, либо просто какие-то сейчас кредиты есть, либо расходы неопределенные, да, ну, либо же просто пока человек недостаточно хорошо зарабатывает, либо, как он считает, еще это не тот уровень заработка, который бы он хотел, да, а то, что есть, его не совсем устраивает, чтобы, ну, как бы быть готовым действительно семью содержать. То есть такой момент идет, недовольство финансами. То есть у него сейчас в чувствах, скажут, больше не чувства, чувство сейчас выражается тем, что ну как бы заработать денег, как бы решить финансовые вопросы, чтобы быть с вами рядом и как-то обеспечить вас максимально. То, что, ну, и сейчас у него мысли в основном об этом. Хорошо. Что еще думает о вас? Ну что, ну строит планы,
скажем так, плана Барбаросса по завоеванию своей мечты, да, грубо говоря. Строит планы, мечтает о вас. Он уже определился с путем, он понимает, что вы его, он хочет быть с вами, и теперь ищет возможности, чтобы это было реально на всех уровнях, да, в том числе материальный сейчас уровень его очень интересует, потому что вот он где-то сейчас неуверенность внутренняя у него присутствует, даже если вам это не выражает, но какие-то есть финансовые у него вопросы в голове, да, которые он пытается решить, и сейчас они заполняют больше его, скажем так, мысли, но именно с тем подходом, что действительно вы для него ценны, и ради вас он готов менять эту ситуацию, искать пути, потому что, ну, вы его мечта. Если вы здесь также можете быть на расстоянии, да, то есть может он даже поехал где-то на заработки, с возможностью где-то заработать, опять же, ну, поднять материальный статус. Хорошо, давайте возьмем вам совет в этой ситуации. Туз мечей. Ну, вы в любом случае победитель, и вам решать, насколько вам нужны эти отношения, и смело действуйте, да. Смело действуйте. Если вы знаете вашу ситуацию, поддержите его где-то, напишите, позвоните, поступайте с умом, то есть принимайте какие-то действия, включайте ваш разум, и вы будете на коне, вы будете победителем. То есть поддержите вашего мужчину. Дайте ему еще больше уверенности, что ну, есть ради кого, и что вы также цените его, как и ценили, да. То есть это даст ему дополнительного заряда. Ну, в принципе, вы здесь сами действительно человек очень ценный для него, то есть мудрый, и вы прекрасно знаете, что вам лучше сделать, как лучше с ним повзаимодействовать, да, дабы ну, дать ему нужного вектора, нужной энергии, нужного заряда, бодрости и эффективности, да. И он все, скажем так, сделает для вас и бросит мир к вашим ногам, по крайней мере, он на это готов. Хорошо, спасибо данному варианту. Смотрите, если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, насколько с вами это резонирует. А мы переходим ко второму варианту. Итак, второй вариант. Что он хочет вам здесь сказать? Такое ощущение, как будто уйти хочу, мне надоело, да, мне надоело все. Я финансово не тяну, и как-то такое ощущение, либо вы здесь уже расстались, либо человек действительно думает о разводе, если вы в браке, ну, либо же о том, чтобы, ну, как бы уйти из этих отношений. Что он хочет вам сказать? Ну, какие-то финансовые проблемы, он чувствует, что он как мужчина тянет вас, либо желает этого. То есть как-то... Почему вообще такой у него настрой на уход? Почему вообще у него такое состояние? Вы знаете, такое ощущение, как будто то взаимодействие, которое есть на сегодняшний день, его не устраивает. И он вам хочет доказать какие-то свои моменты, доказать, на что он способен, да, и посмотреть вашу реакцию, то есть, чтобы вы его принимали фактически таким, как он и есть. Даже если у него нет финансовой основы, но он хочет, чтобы вы принимали его так, как есть. Ну, либо же, скажем так, я уйду, то есть имей здесь, скажем, дорогая, это в виду. Где-то ведет себя как-то беспорядочно. С одной стороны, хочет взаимодействовать, но с другой стороны, он здесь как-то более хочет ставить свои амбиции. Скажем так, у человека есть финансовые проблемы, и это его, конечно, гнетет и заставляет чувствовать себя немного неуверенно, где-то нервничать, скажем, здесь перевернуто, да, то есть он как бы не стоит ногами на земле, где-то в подвешенном состоянии, либо маленький доход, может быть, человек даже проявляется какие-то психические заболевания, идет на пенсию, к примеру, да, и понимает, что он вас не может содержать.
и где-то может, ну, психовать по этому поводу и что-то пытаться доказать кому-то, что хоть как-то самоутвердиться, да. С другой стороны, понимая также состояние своего положения финансового, он думает, что лучше может уйти с отношений, да, потому что, ну, это будет самое лучшее, чем унижаться, если, к примеру, вы, допустим, готовы за него взять даже финансовую ответственность, то есть смотря какие у вас отношения, да. То есть человек здесь понимает, что он как бы, ну, не готов, и поэтому ему лучше здесь уйти, пытаясь как-то сохранить свое лицо, свое внутреннее достоинство, и, ну, чтобы вы не возненавидели его в будущем, да, за то, что он как мужчина не может брать ответственности, как вы, ну, как, как то должно, да. И вот у него сейчас такой хаос в мыслях. Хорошо, что он чувствует к вам, давайте посмотрим. Какова его любовь, есть ли она вообще? Ну, у вас здесь расстояние, да, то есть либо он уехал, либо вы вместе пока не живете, либо человек, может, на заработки поехал, да. Либо же интернетный роман, где человек, ну, зная, что он не может в реальности встречаться, допустим, потому что на девушку тоже нужно потратиться, где-то он на это не готов по своим определенным причинам, поэтому как-то больше его интересует общение как-то в интернете, да, причем стабильно просто общаться, что у него был достаточно большой выбор, но при этом не нести ответственности. Вот такой момент идет, да. То есть, ну, скорее всего, у человека проблемы. Может, физического плана еще, да, и материального, соответственно. А так как ему тоже любви и общения хочется, поэтому здесь больше проявляется у тех, кто именно интернет. Общение сохраняется, да, и у человека может быть в переписке вы не одна. Как-то так. А вы, скорее всего, чего-то хотите уже более надежного, другого, выходить на новый уровень, а он, ну, может, не может вам признаться, либо как-то намекает, но понимаешь, что нужно уходить, потому что, ну, запахло жареным, да, а выходить на реальные отношения он не готов. Вот такой момент. Если чувства к вам, давайте вообще посмотрим. Есть ли вообще какие-то реальные чувства к вам на самом деле на сегодняшний момент? Знаете, вот такое ощущение, как будто вы ворвались в его жизнь и подарили ему, ну, бурю эмоций, бурю чувств. Но такой именно в любви, как, ну как, вы даете ему возможность поддерживать какую-то свою значимость, но тем не менее он все равно чувствует себя достаточно неуверенным в себе. Опять же, император выпадает перевернуто, да. Хотя, кстати, в первой позиции тот же самый император у нас был в нормальном состоянии, да, поэтому как-то здесь идет все перевернутые апостаси мужчины. Он не уверен в себе. Опять же, здесь либо психическое заболевание, да, может быть, либо просто какая-то инвалидность, к примеру, да, человек не уверен в себе вообще как в мужчине, ну и в том числе, что в соответствии со своим состоянием он может не зарабатывать достаточно, да, либо же, ну, какие-то свои нюансы там, пока, может, еще, ну, не созрел мозгами, либо у него не было какого-то примера, да, в семье. Но вот внутренняя неуверенность, неспособность, и вот, да, эмоции он от вас получает, да, он получает удовольствие, просто, ну, купается в этих, но чувство любви он где-то закрывается сам, а возможно, даже ему там может кто-то нашептывать, да. Ну, есть, скажем, есть третьи лица, да, то есть не обязательно вы, то же самое общение, у него есть выбор, поэтому есть третьи лица, он может распыляться, и там получил эмоцию, там получил эмоцию. Мы, в принципе, здесь так хорошо, так здесь классно, да. Поэтому, но вы хотите чего-то большего, все-таки вы хотите больше переводить на какой-то серьезный уровень здесь, скорее всего. А тут вот он думает, что нужно уходить, потому что, ну, он уже не может дальше держать это состояние, потому что, ну, не готов пока отпускать вот тот мир, да, мир выбора, который у него есть сейчас. Вот их третьих лиц, да, то есть не обязательно, что у него там что-то с ними есть. Ну, просто вот общение с одной, с пятой, десятой понимает, что если он выбирает вас, то ему нужно остановиться на вас, и все. А он как-то здесь ему, ну, некомфортно, нервничать может, да, психовать. Может, с одним человеком он долго не задерживается, да, и поэтому как бы ему тоже там нужно постоянное общение.
Ну, нервность такая есть. Желание выделиться, да, желание где-то, ну не то что унизить, но как на вашем фоне, возможно, даже возвышиться, да, ему нравится, когда вы тешите его эго, какие-то действительно комплименты делаете. Вы здесь это можете, вы здесь королева кубков, да, вы здесь, ну просто, ну, человек купается в ваших эмоциях, в чувствах. Но любовь такого плана, да, можно любить ребенка, да, можно любить и родителей, и друзей, но можно, да, просто испытать эмоции, но при этом, ну, не быть влюбленным. Как-то, ну, он здесь больше влюблен в себя, скажем так. А вы ему нравитесь с той позиции, что вы ему помогаете в себе как бы культивировать и поддерживать чувство собственной важности, которым ему не хватает. Он не уверен в себе, ему не хватает этого социального отзыва, да, какого-то там психического покоя. И вот в ваших эмоциях он это черпает. И он боится, что, возможно, вы о нем правду узнаете. Он боится, что если вы поймете, что он как бы как мужчина несостоятельный, да, в каких-то вещах, то тоже вы можете уйти, поэтому лучше уйти сейчас ему первым, да, чтобы вы потом как бы не вы бросили. Ну, либо же вы здесь уже расстались, опять же, ну, причины нам говорят, то есть его состояние этого. Хорошо, давайте посмотрим, какой совет вам в этой ситуации. Дурак, нулевой аркан. Ну, новый путь. У вас всегда есть выбор. У вас есть возможность пойти во что-то новое. И вы это знаете. А дурак начинает свой путь, может, не имея ничего, но тем не менее, что-то у него есть, пусть и немного. Но это начало пути. А начало предполагает и развитие, соответственно. Поэтому эти отношения тоже вам нужны были для того, чтобы вы смогли пойти в новый путь, набрав те же самые какие-то уроки с этих отношений, да, чтобы идти дальше. Поэтому не бойтесь идти дальше, не бойтесь идти в новое, не бойтесь идти к новым горизонтам. Потому что все, что вам дается, дается для того, чтобы вы стали сильнее, мудрее и двигались к другой цели, более достойной вас, имея соответствующий набор уже характеристик, силы, да, и понимания для того, чтобы, ну, оценить, опять же, новые отношения, другие отношения, и уже на фоне того, что есть, понимать, что хорошо, что нехорошо, что вам нужно, что вам не нужно, да, на что вы готовы, на что нет, как взаимодействовать в этом случае, как в этом, поэтому вам должен, ну, дан человек для опыта, для определенного тоже, поэтому не бойтесь идти в новое, что вас ждет, будут ли новые отношения, давайте так возьмем. Ну, смотрите, у вас будут еще какие-то отношения. То есть не факт, что они сразу станут брачными, но вы идете сейчас по пути действительно наработки опыта определенных тоже в отношениях. Будет ли у вас брак еще вообще? Ну, в принципе, да, общайтесь, общайтесь, еще раз общайтесь. То есть через взаимодействие, возможно, еще даже не с одним мужчиной, через общение тоже не с одним мужчиной. То есть не значит, что вы там со всеми будете прямо жить, да. Но вот именно, может, и интернет-общение, может, там встретились на пару свиданий, да. То есть какое-то будет взаимодействие еще. И в итоге, да, свадьба возможна, то есть через это общение, то есть через то, что вы будете обретать новую мудрость, новый опыт, скажем так, у вас ум начнет играть по-другому, вы как будто что-то, у вас щелчок произойдет, и вы выйдете на новый уровень себя и начнете совершенно других мужчин уже притягивать в свою жизнь благодаря вот этим отношениям. Да, поэтому не бойтесь идти в новое и общаться с другими людьми. Будете ли вы счастливы потом в браке? Ну, будете в фантазиях, будете, ну, кайфовать будете. Да. Хотя счастье у каждого свое, но да, смотрите, вы будете счастливы. Вы будете чувствовать себя естественно на коне, да. Поменяйте, может, даже местоположение, место жительства. Может, работу даже смените. Может, вообще поменяйте свою жизнь, полностью будут перемены в вашей жизни. Но до них нужно еще пройти. Поэтому этот этап просто этап для того, чтобы вы сформировали определенное видение для встречи действительно с другим человеком. Так что ищите, общайтесь, не зацикливайтесь, скажем так, на том, что есть вот сейчас, да. Как-то так, хорошо, это у нас был второй вариант. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, насколько с вами резонирует, насколько у вас это проигрывается. А у нас на сегодня все. Встретимся в следующем видео. Хорошего вам дня, до свидания.